Приветствую всех! Сегодня мы на выставке Art Expo 26. В этом фильме выставка, которую хочется назвать шедевром. Если вы почувствуете то же самое, поддержите меня лайком и подпиской. Любителям творчества и искусства вам сюда! Когда попадаешь на Art Expo Нью-Йорк 2026, реальность переключается на другой уровень. Вокруг сотни ярких образов, идей и эмоций. Более 1000 художников и свыше 170 галерей со всего мира. Я покажу вам лишь небольшую часть, то, что особенно зацепило меня. Перед нами скульптурная работа художника Жана Луис Перес. Образ современного человека. Деньги стали его оболочкой. Экран заменил лицо. Селфи как привычка любоваться собой. А цепи и стрелы напоминают, за внешним успехом легко потерять себя. Нью-Йорк сегодня превращается в огромную галерею. Здесь сотни художников со всего мира, и у каждого свой голос. И самое интересное, за каждой работой стоит история. Сейчас попробуем ее услышать. Здравствуйте, меня зовут Ив Бин. Я австралийская художница и работаю на Манхэттене. Перед вами моя текстильная серия «Комфорт», созданная из джинсовой ткани, которую я нахожу в магазинах Goodwill. Для меня важно дать материалу новую жизнь и превратить его в искусство. Часть средств от этой серии возвращается на благотворительность. Добро пожаловать в мой мир! Художница Ив Бин работает в технике текстильного искусства. Джинсовая ткань в ее работах превращается в художественные композиции, органично вписывающиеся в пространство. Это не просто материал, это переработка, апсайклинг, где каждая вещь обретает новую жизнь. Как океан в момент тишины, глубина, застывшая в форме. Здесь можно не только смотреть, но и разговаривать с художниками, услышать, что они чувствуют. Картины Ричарда Ривермана притягивают своей необычной фактурой. Благодаря технике импасто краска здесь буквально оживает, создавая объем и ощущение, будто картина не написана, а вылеплена из цвета. Ричард создал собственную краску с особым блеском и высокой стойкостью. Она высыхает настолько быстро, что художник уже не может ничего исправить. Работа рождается прямо в моменте, в потоке эмоций и движения. За 30 лет творчества он создал около 5000 оригинальных работ. И кажется, во всем этом есть нечто большее, чем просто живопись. Любовь, тепло и внутренний свет. А его жена на протяжении многих лет остается для него вдохновением и поддержкой. В конце Ричард сказал очень простую, но важную фразу. Он хочет, чтобы люди, живущие рядом с его картинами, каждый день смотрели на них и находили душевный покой и гармонию. Добрый день, мы жители Нью-Йорка, и уже второй год мы посещаем эту выставку в начале весны. Это становится хорошей традицией у нас. И действительно, такое разнообразие представленных здесь художников, оно доставляет невероятное удовольствие. И мы каждый раз открываем для себя новые лица, новые имена. Надеюсь, в этот раз произойдет то же самое. Похоже, мы настолько вписались в его стиль, что художник решил: вот они, мои живые картины. Добрый день, меня зовут Дина Беляева. Я родилась и выросла в городе Пушкино Московской области. Это недалеко от усадьбы Мамонтова, где жили и творили прекрасные русские художники. В какой-то период своей жизни мне пришлось переехать в Соединенные Штаты. А ястребы — это то, что я вижу
очень часто в том месте, где я живу не так далеко от Нью-Йорка, в Коннектикуте, это Red-Tail Hawks, которые живут в нашей области. Почему я их изобразила? Они очень интересные, то, как они друг с другом играют в воздухе. Я очень часто наблюдаю это. И мне понравилось ощущение вот этой глубины неба и ощущение солнца, которое отражается от перьев ястребов, потому что они на самом деле коричневые. Это небо просвечивает сквозь их белый подпушек, который у них, когда они расправляют крылья. И вот эта изумрудность неба, она сквозит сквозь них. И поэтому мне очень-очень хотелось изобразить вот эту красоту. Иду дальше и вижу работы Ирины Лялько. Тонкая детализация, сочетание реализма и декоративной живописи. Картины словно светятся изнутри. И сама художница под стать своим работам живая, открытая, экспрессивная, с тонким романтичным взглядом на мир. Меня зовут Ирина Лялько. Я художник из Теннесси, и здесь я представляю мои картины, посвященные балеринам и поэзии. В моих картинах я использую очень много символов: корабли, цветы, птицы. Все мои картины о радости бытия, о легкости, о любви, о счастье. Свои яркие эмоциональные образы художница из Нигерии Мадупе Адосоте создает через фигуративное искусство. В ее работах часто появляются женские силуэты, через которые она передает чувство любви, внутреннего исцеления, размышления и медитации. Она работает в смешанной текстильной технике, вручную соединяя разные материалы и ткани, привезенные из стран Африки. Ее многослойные объемные работы наполнены яркими цветами и особой эмоциональной энергией. Мадупе надеется, что зритель сможет почувствовать эти эмоции, остановиться, задуматься и найти свое внутреннее равновесие. И действительно, в этих картинах столько тепла и женской энергетики, что хочется остановиться и рассматривать каждую деталь. Меня привлекла яркая работа «Воин». В этом взгляде чувствуется сила, внутренняя свобода и смелость быть собой. Картина входит в серию «АМ. Я есть», созданную художницей Жаклин Рудольф из Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Эта серия о принятии себя и о том, что никто не должен заставить человека сомневаться в собственной ценности. Полупрозрачные многослойные образы с мягкими переходами цвета словно символизируют многогранность каждого человека и напоминают: все мы разные, но именно в этом наша красота и сила. Необычный образ Лии Штайнер, художницы из Атланты, сразу притягивал взгляды посетителей. Лия превращает джинсовую ткань в авторские дизайнерские работы. И это уже не просто одежда. У каждого изделия есть свое лицо, имя и собственная история. В своих коллекциях она говорит о том, что в современном мире людям особенно важно сохранять связь с собой, своими эмоциями и живыми человеческими чувствами. Боб Марли – легендарный музыкант с Ямайки и одна из главных фигур в истории регги. Для миллионов людей он стал символом свободы и внутренней силы. Именно его образ сразу привлек мое внимание и еще на входе в арт-экспо. Работа художника Пола Келлингсворта из Хьюстона называется «Снова 18» и выполнена из обычных пробок. Лицо Боба Марли собрано как пазл, ярко, необычно и очень эффектно. По словам автора, сегодня многие воспринимают Боба Марли слишком поверхностно, поэтому ему было важно показать не только узнаваемый образ музыканта, но и его огромное влияние на мировую музыкальную культуру.
Особенно приятно было увидеть на арт-экспо работы талантливых художников из Украины. Здравствуйте, меня зовут Юлия Вимерлин, я из Украины, из Киева. Сегодня на выставке Art Expo New York я представляю свои 4 работы. Я бы хотела вам рассказать про свою большую работу, которая называется «Свободное падение». Вы видите на ней фотографию женского силуэта, который несколько растворяется в окружающую среду, но при этом он не падает, и он излучает такую силу. Вы видите сверху нанесенное граффити, очень цветное. Это еще дополнительное высвобождение энергии, которое в итоге для меня означает продолжение жизни, несмотря ни на какие обстоятельства. Этот необычный проект соединяет камень и жизнь, силу природы и хрупкость ростков. А сама идея напоминает, даже сквозь камень жизнь все равно найдет свой путь. Добрый день, меня зовут Марина Костюкевич. Я представляю на этой выставке Украину. У меня отдельная экспозиция, которая посвящена уникальному камню, который вы можете найти только в одном месте во всем земном шаре. Это Житомирская область, Украина. Это разновидность лабрадорита. Он по своим структурным свойствам очень похож на итальянский мрамор. Но, к сожалению, пока мир еще не знает об этом камне. И я подумала, что это будет очень символично прорастить ростки сквозь камень, как символ того, что жизнь все равно найдет свой путь и пробьется даже сквозь камень. Это все натуральный цвет камня. Также я привезла с собой микроскоп, чтобы посетители выставки могли видеть в реальном времени, как прорастают ростки сквозь камень. У Марины, пожалуй, самая необычная визитка на выставке. Внутри настоящие семена. Их можно посадить и прорастить, что я обязательно сделаю. Голубая мечта художника Рея Сибирилла переносит нас в другой мир, где две фигуры тянутся друг к другу через целую вселенную света, чувств и любви. Я так и не смогла до конца понять секрет этого китайского фонарика. Стоит лишь его раскрыть, внутри мгновенно появляется свет. Но откуда он берется? Словно настоящее маленькое волшебство. Молодая художница из Китая Эми Янг создает необычные 3D-объекты, лампы и декоративные фигурки. Все модели ее авторские разработки. Сначала она создает прототипы, а затем распечатывает их на 3D-принтере. Некоторые работы выглядят словно маленькие арт-объекты из будущего. Самая большая модель этой лампы стоит $135. О, как приятно встретить своего давнего знакомого, художника из Канады Николая Петрова. В этом году на выставке Art Expo New York 2026 я удостоен вот этой высокой оценки за лучший международный художник. И я рад, что мое творчество оценено по достоинству с точки зрения организаторов этой выставки. Я работаю в нереалистичном искусстве, в абстракции. И вот эта абстракция, она интересна для большинства посетителей. Я вас призываю посетить нашу выставку и быть в курсе этого канала, который по достоинству отмечает художников и участников всякого рода художественных мероприятий. До свидания. А вы знали, что существуют картины, украшенные настоящими бриллиантами? На выставке представлен стенд художника Кристофера Лотуса.
который живет в Пенсаколе, штат Флорида. Все эти работы входят в серию «Алмазный лотос». Картины выполнены вручную с использованием выдувного стекла. В основе холсты из твердых пород дерева, а также сочетание смол, масел и пигментов. Но самая необычная деталь каждой работы – настоящий бриллиант в 1 карат, который художник встраивает прямо в композицию картины, превращая ее в настоящее арт-сокровище. Кристофер также был удостоен почетной награды Art Expo New York 2026 за свое творчество и вклад в современное искусство. На 2-м этаже расположена галерея Джейсон Перес Арт. Вокруг шум голосов, смех, музыка и постоянное движение. Арт-экспо буквально кипит творческой жизнью. И уже у входа сам владелец галереи Джейсон Перес встречает нас веселым танцем. Уже не только Джейсон танцует, но и окружающие начинают подхватывать его настроение. Все словно наполняется этой легкой и позитивной энергией, которая буквально витает в воздухе и передается каждому. Это работа художника Джо Стублика, знакомого зрителям моего прошлогоднего фильма. Его картины притягивают необычным креативом. Они яркие, фантазийные и немного космические. Загадочный манекен в длинном черном плаще сразу привлек мое внимание. Вместо глаз ярко-красная лента с надписью «Свобода», а лицо намеренно скрыто от мира. Но стоит заглянуть внутрь плаща, и появляется эмоциональный образ человека, спрятанные чувства, внутренний протест и настоящий крик души. Работа Маргариты Ховес выглядит очень символично и напоминает о том, как важно сохранять право видеть, чувствовать и быть свободным. Привет, меня зовут Маргарита Хауэс, и мы here at Expo New York 2026. Я представляю здесь свои картины, последнюю серию работ и некоторые fashion pieces. И для меня это репрезентация быть художником, свобода слова, свобода творчества, свобода самовыражения и согласие с собой, со своими хотелками и мечтами. На этой веселой ноте под танцы Джеймс Перес и художников заканчиваю свой фильм. Эта выставка оставила у меня ощущение настоящего творческого взрыва. Здесь было столько необычных работ, ярких идей и талантливых художников, что каждый стенд открывал новую маленькую вселенную искусства. Если вам откликнулась хоть одна работа, значит, мы не зря сюда пришли. А если так, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Жду вас на своем канале. Пока-пока!